This is Zulu Niner. Warren is locked down. Shells on the way. That's a good close kill. Zipfile, дамы и господа, и без лишних прелюдий мы продолжаем серию обзора ранкетных фракций, либо просто обзора фракций. И сегодня у нас Соединенные Штаты Америки, она же сильнейшая фракция, наравне с Советским Союзом в игре Wargame Red Dragon. Что ж, начнем. По командирам у нас есть бронированный М1 Абрамс, Must Have, Хамви ЦП. За свою стоимость и наличие 10 хп он является таким же, как Лав С2 за 120, но с нижней доступностью. То есть это абсолютно два равных юнита, только здесь нам их дают 7 штук, тоже вполне рекомендую к использованию. Дальше идет пехотный командир на вертолете, обязательно. Внимательно смотрим, то что Хьюик обычный у нас имеет 4 хпшки, этот имеет 6 хпшек, берем там, где больше. Берем ФОП, и снабжение у нас, кстати, идеальное. Единственная проблема в том, что если в Советском Союзе у нас снабжение плохое, но у нас высокая автономность юнитов, то в США наоборот. У нас отличное снабжение, но при этом автономность юнитов немножко страдает. Об этом еще отдельно поговорим. По поводу пехоты. Пройдемся опять же по каждому юниту, чтобы мне потом не говорили, а почему вот это вот нельзя. Ассалт инженеры. В чем проблема? 5 хп за 15 очков, еще и на машинке. Ну, 20 очков, хорошо. Точно столько же стоит Rifleman 90, которых 10 рыл. Проблема РПОшек, они не будут воевать против техники, а в ранкеде очень сильно решает дешевая пехота и механизация. То есть на вот этих вот ассалт инженеров прибежит орда вражеских бойцов, и скорее всего они будут неэффективны, так как РПОшки не уничтожают вражеские БТРы. Потому от этого юнита мы чаще всего отказываемся и не используем. Дельта Форс в случае ранкеда никогда не используется практически. Да и в принципе никогда. Вся проблема в плохом гранатомете. Стрелковка тоже посредственная. И даже за свою стоимость они просто ничего не делают. Нет в них вообще абсолютно никакой необходимости. Поэтому также от них отказываемся. Единственный случай их применения — это когда-то редко мы использовали их при поддержке Еврокорпуса в городе, когда американцы воюют на одном фланге с Еврокорпусом совместно. Но просто забудьте. То есть этого юнита не существует. Редай точно так же не существует этого юнита, забудьте. Далее выбор ЗРКшника. ЗРКшник нам необходим, чтобы создавать многослойную систему ПВО. Крайне полезная штука. И дальше я вам предлагаю несколько вариантов. Стингер на Хаммере в лычке. Стингер на любой из Брэдли, который вам нравится, в лычке. То же самое со Стингером С. Только здесь уже не лычкуем, потому что Стингер С имеет 70 точности. Выше потолка не прыгнешь. Опять же, на какой вам нравится БМП, либо на Хаммере. Я лично рекомендую катать на Хаммере, просто потому что вам, как новичку, понадобится иногда быстро досылать ЗРКшника, либо ставить его на базе, ну и просто, чтобы он приезжал на позицию, например. Light Rifleman, Rifleman 90. Используется обычно, просто за счет своей дешевизны. Туров нам в Америку не дали пехотных, поэтому они просто используются как эрзац данного явления. Просто куете их в какие-нибудь ключевые позиции, домики в первую очередь, и создаете зону контроля 1500. Какие-нибудь рандомные БТРчики, это машина, ну точнее, это вооружение вполне сможет покосать. От Rifleman 90 некоторые используют, но вы доплачиваете 10 стоимости. Опять же, по желанию, я рекомендую просто брать самых обыкновенных и пихать их как можно больше. Rifleman М113, основная пехота Америки. В чем фишка? БТР Сеттинг Бомб и просто рифлмены. То есть мясо кидаем наперед, БТРчики сзади, и мы вполне успешно воюем с вражескими бойцами. Иногда даже можем перемасить вражеских штурмовиков. Но обязательно поддерживаем их М1 Абрамсом. Об этом еще чуть позже поговорим. Rifleman 90 обычно используются вот так. И вот это уже, кстати, дефолтная американская пехотная вкладка в 1 на 1. То есть это просто рифлоспам знаменитый. Light Rifleman для темпа и Stinger C просто чтобы поддержать по воздуху. Все. По пехоте у вас абсолютно банальщина, это просто спам. Бесконечный с рифла спам. Из других вариантов. Есть у нас смавы, которые можно брать на ЛВТПшках. В лесах работают отлично. Также самое и марики на тапках работают отлично. То есть в отличие от морской пехоты, гранатомет здесь получше. И самое главное, здесь намного лучше стрелковка. Плюс машина поддержки действительно мощная именно для лесных баталий. Проблема то, что только они дорогие. 15 хп, из-за этого их оверпрайсят аж до 30 поинтов за взвод. Поверьте, это очень дорого, и того, как правило, не стоит. Намного дешевле вызвать стак рифлменов и привести пару танков. Но такие варианты тоже допустимы абсолютно. Но дефолтно будет выглядеть вот так.
Поддержка паладин в лычке. Выбивать фобы, выбивать птуры, выбивать ключевые юниты, это мы уже проходили. Стандартная ствольная артиллерия. По ПВОшке у нас пивац. Пивац, просто РЛСная ПВОшка на 2600, вулкан, над ним пролетать лучше нельзя. Также это противооблетка в том числе. Чапараль наша основная ПВОшка, самая наводящаяся, 12 ракет, но всего лишь 50 точность. На старте является необходимой вещью, это наша защита против вражеских вертолетов в целом, основная. Ну, как я говорил, с точностью проблемы, поэтому старайтесь на нее не надеяться. Именно поэтому мы берем и стингеры, и пивацы, просто чтобы страховать этот данный Чапараль. Патриот в лычке, сверхособенность американской фракции, это Патриот, 5600 дальность, 70 точность, в лычке эта точность растет еще сильнее. И в ранкеде именно от этой машины мы отыгрываем наше доминирование в воздухе. То есть мы добиваем вражеские истребители, мы сбиваем вражеские истребители, то же самое делаем с вражеской атакующей авиацией. Самое главное сохранить эту машину на протяжении всей игры. Именно она позволяет нам с преимуществом захватывать воздушное пространство. Далее идет стандартный миномет. Либо за 30 очков, либо за 40 очков. Я беру за 40 очков, потому что фугас 4 является идеальным. Плюс иногда можно поартить по разведочке и по втурам. По поводу танков. М1. Возвращаемся к нему. Основная связка Америки. Это М1 плюс рифлмены. Почему? Потому что БМПшки, которые нам предоставляют, являются просто противотанковыми. Их автопушка имеет малый ДПС, а вот тур у них бронебойный. То есть они могут воевать только против техники в основном, и именно против нее используются. Но при этом по ДПС против вражеской пехоты эта машина не сможет. Поэтому на замену каким-нибудь Мардерам, или БМП-2, или БМП-1, которые мы имеем там в разных фракциях, у нас приходят просто танки. Любые, по факту, танки, все танки из этой линейки могут использоваться, плюс HC. Но стандартная связка у нас выглядит вот так. Примерно можно убирать HC и добавлять еще M1AP. Так делают профессиональные игроки за Америку. Из ультра вариантов еще есть M8 AGS. Очень интересная машина, но крайне сложная к использованию. Почему? Потому что это стеклянная пушка. Но тем не менее, две вот этой штуки будут отлично размениваться с танками за 130 и за 120 очков, если вы их выведете на правильную дистанцию. На М8 АГС требует немножко другого геймплея за Америку, который я вам показывать даже, скорее всего, не буду сегодня. По той причине, что он является крайне сложным. Геймплей через М8 АГС это превосходство в разведке и в воздухе через лонгбоу и кобры, как правило, даже лонгбоу на старте. Рейнджеры на чинуке, которые высаживаются на ключевую позицию, и от ключевой позиции вы тогда уже отыгрываете, если у вас все удачно. Но, как я и сказал, это крайне сложный геймплей, поэтому я вам советовать не буду. По поводу всяких Супер М60, это кал, просто говно. Сравните с Т-80 за 65 поинтов. То есть советская сторона у нас предлагает вот такую вот машину смерти, а вы в ответ будете пытаться воевать вот таким. Ну, просто оно просто не идет в сравнение. 200 дальность, там 2200, 16 пробой, это на 2200, это прям четко будет. Плюс здесь автолоудер, а вот эта херня у вас еще впадет в панику и не будет стрелять. Поэтому, опять же, то есть не надо трогать юниты, которые вот они не очень. Тем более Америка это самая проверенная фракция, мета за нее не меняется на протяжении там уже 3 или 4 лет. Далее, лонгбоу, понятно, я думаю. Супер зверь, самонаводки, по 2 в цель, гроза вражеских танков, как тут здесь и написано в случае моего скинчика. Кобры реконовские, это у нас хороший антидиверсионный метод, разведметод, метод на старте разведки обязательно, то есть сбор первичной информации. Разведчики у нас обычно используются рейнджеры, не используются Navy Seals, иногда используется рекон Брэдли. Опять же, любая рекон Брэдли, которая вам нравится. Все Брэдли абсолютно являются юзабельными. То же самое в пехоте. Вам никто не запрещает взять вот так. Или взять там вот так. Например, Брэдли спам это просто другой метод игры за США, где вы будете экономить на танках и будете больше вкладываться в Брэдли. Допустимый метод, но просто является еще, опять же, отдельной стезей для изучения. Кавалри скауты, кстати, тоже есть допустимые, их просто больше. То есть никто вам не мешает взять кавалри скаутов на самом дешевом грузовичке. Абсолютно допустимо. Но я буду брать рейнджера, потому что, как я объяснял, 10 хп, штурмовики, пулемет, они более живучие. Лав скаут, вот очень плохая БРДМ, просто по причине того, что ее бушмастер это, ну, говно ужасное по сравнению с аналогами, которые предлагается красная сторона или даже некоторые синие страны.
по этой причине проигрывает. То есть в ранке, если вы будете доставать эту машину, скорее всего приедет машина, которая покруче. Поэтому она не используется. Всякие разного рода акавы являются фановыми, но опять же крайне неюзабельными. То есть да, тут 5-й фугас, она хорошо будет денаить вражескую пехоту, но при этом у нее низкая броня. И опять же стелс у нее так себе. Так себе. То есть да, она будет стрелять из инвиза, но по факту вражеской разведки будет не проблема справиться с этой машиной. Навесилс, опять, как я уже объяснил, у нас используется очень редко, используется на специализированных картах, используется игроками, которые вот 100% знают, куда они их пихнут. Ну и на некоторых турнирных играх, где они знают, что будет, например, там ядерная осень, и там будет город в центре. То есть это вот единственное, что можно придумать для этого юнита. Все остальное нет. Вся серия каев точно так же объявляется бесполезной. То есть там кто-то берет дешевую каеву, а я спрашиваю, зачем? Вы 5 поинтов доплатили, у вас целая кобра. С бесконечным АГСом и с нурами. То есть, опять же, пожалуйста, имеем в виду. По поводу рейнджера начинки я уже говорил, есть вариант еще возить вот так. Так как это дека для новичков, мы оставляем вот так. По поводу транспорта есть много интересных вариантов. Самое основное это CS-ка. Почему CS-ка? Это вулкан. Без радара, используется он как ДПС, используется он как противоблетка, то есть защита базы. И является крайне кост-эффективным в этом плане. Комваты. Конская автопушка тоже используется редко, но есть любители этой пушки. Если вы хотите дополнительно усилить свою механизацию, там продпсить, берете комват. Хорошо работает на картах, где больше пролесков, то есть не сплошной лес, не сплошные поля, а условное там полуполя, полулеса, пролески. То есть условное шоссе в Сеул, там их действительно можно эффективно использовать вместе с рейнджерами и рифлменами, а также танками. Антос. Супер ДПС машина, на старте берем стак. И именно на старте, потому что топливо низкое, и они могут приехать на какое-нибудь лобовое столкновение и крайне сильно удачно вам помочь. Против пехоты, против техники, даже против топовых танков, так как это ПТК урон, 6 зарядов, это минус 6 хп по вражескому танку. Когда такой штуки 4, она спокойно может забрать вражеский топовый танк, если тот находится без средств поддержки. По поводу всяких инженерных танков, это шлак. Колесные автопушки это шлак, туровозки это шлак, по той же все причине, что нету стабилизатора. Огнеметная машина, опять же, только в руках каких-то супергениев и мастеров, которыми вы, скорее всего, не являетесь. По поводу вертолетов, опять же, много вариантов. Супер Кобра с антирадарной ракетой. Если вы хотите, как К-52, летать и снимать вражеские радарные ПВОшки, да, можно использовать. Единственное, имейте в виду то, что отсутствует сильная бронебойность. То есть некоторые машины радарные будут выдерживать попадание данной ракеты. По поводу Кобр у нас здесь есть вариант вот самой дешманской Кобры. Здесь это все просто варианты для вертораша. Выбирайте, который вам нравится, абсолютно не принципиально. Дапчик является, тем не менее, обязательным вертолетом. Все почему? Это стингеры, это автопушка, это миниган. Помогает на развертывании, помогает защитить свои позиции от дропа противника. Также хорошо работает как антидиверсионный. То есть он и по пехоте пострелять может, и какие-нибудь ключевые позиции там сесть, сменить высоту, подстрелить пару заезжих БРДМ или машинок противника. В целом является более-менее универсальной машиной. Не настолько как Сокол, но за счет автопушек тоже имеет свою фишку. Heavy Hawk. Опять же, для гениев и адептов, потому что вертолет абсолютно не живучий, но тем не менее имеет фишку, это бесконечный АГС. То есть, если у вас противник полностью лишился ПВО, и вы там просто идете вперед рифлменами, вполне можете заменить ДПС от танков ДПСом вот от таких вертолетов. Но это крайне редко происходит, поэтому, в принципе, не советуется. Ну и самолеты, наконец-то, самая главная сила. Thunderbolt является обязательным. Один из 3 антирадаров является также обязательным. У всех у них есть своя фишка. Праулер самый стандартный, самый ванильный. У него как можно больше рэпа. Скорость у него пониже, что позволяет удобно комбинировать вылеты Thunderboltов и Праулеров без лишнего микрежа. И в чем еще фишка? То, что он выпускает по одной ракете четко на свои 4 дюйма дальность, довольно точно, довольно бронебойно. Дальше идет Raven. Это у нас уникальный, лучший антирадарник в игре. Увеличенная дальность, увеличенная точность и самое главное 60 рэпа, еще и стелс. То есть вот эту машину сбить крайне тяжело, но она одна. То есть вот это вы должны иметь в виду. Если она падает,
и условно против вас играет скандинав, он включит все свои автоматики обратно, и тогда уже вам придется немножко не сладко, потому что автоматик вас и ДПСить начнет, автоматики и вертолеты спокойно начнет сбивать, если у вас не будет антирадара. То есть вот я обычно, если вы берете Рейвен, вот тогда я точно имеет смысл взять Супер Кобру на случай, если вы потеряете Рейвен, даже просто случайно. Дело в том, что за Америку реально есть еще такой момент, это дека казино, никто не застрахован, то что Рейвен упадет от 2 ЗРКшников в этой игре, поэтому всегда нужно иметь план Б. По поводу Wild Weasel, хорошая машина, в чем ее фишка? Она 2 подряд пускает в одну цель. То есть у нее увеличенная, скажем так, вероятность уничтожить вражескую ПВОшку, плюс эта штука является самой дешевой антирадаром. Если вы не уверены, что справитесь с накоплением поинтов, условно, вы просто перед каждым вылетом берете вот Wild Weasel за соточку, четкая цена, с рэпа пониже, дальность пониже, но это самый дешевый, но тем не менее кост-эффективный вариант, чем остальные антирадары. Абсолютно пригоден к использованию. Так, и давайте просто дособерем деку. Нет, подожди. Это я что-то начинаю. F-117, да. Опять же, икона Америки. 0 рэпа. Самое главное, что нам нужно знать. Стелс максимальный, рэпа 0. Поэтому используется только летаем по краю карты. Только в позициях, где желательно вообще не было вражеского ПВО, либо только под прикрытием антирадаров. Это 100%. По поводу истребителей. Я рекомендую блоки. У них плохая лычка, плохая стоимость, но тем не менее это наш лучший вариант. И именно они хорошо работают в связке с патриотами. Самонаводящаяся ракета, вам достаточно пару ракет пустить, особенно если у вас парная связка этих истребителей. И скорее всего после попадания ракеты патриота вот эти истребители у вас добьют вражеский самолет. Работает это именно так, то есть ваши истребители, какой бы вы ни взяли, там F-15A или F-15C, задача просто добить вражеский самолет после попадания ракеты Патриота. Чаще всего происходит именно так. F-15D это тоже хороший бомбардировщик, крайне уворотливый, далеко откидывает свои бомбы, более того имеет еще 4 ближних ракеты, чтобы воевать против вертолетов. К тому же элитный. Имеете право его использовать, но при этом не выбрасывая Thunderbolt и F-117. То есть на 5-й слот, например, можно взять. Я здесь просто уберу условно пехотный командир, потому что меня устраивает на 10 командиров, 3 из которых будут бронированными. И вот мы там условно берем F-15D. По сути, в остальном еще есть вариант брать F-18C. Это мем, аналог Су-27 мема из Советского Союза. То есть 4 ракеты ПТРК, 30-й пробой, можно забрать 2 танка за один заход. Но этот заход будет крайне рискованный. И, скорее всего, ваш самолет не вернется, несмотря на то, что 40 рэпа против опытного противника. То есть это суицид плейн. В размен на 2 топовых танка он может сработать. Все остальное, вот эти харриеры, это шлак. Хамкеты в команднике только используются. Это шлак. И напалмовики тоже являются шлак. Все. Это вот ваши все варианты за USA. Интрудер там в каких-то фановых деках иногда, как ни странно, может использоваться. Но опять же, для ранки-то это абсолютный шлак. И у нас примерно вот так получается дека. А теперь переходим к рассмотру реплеев. И что ж, начинаем с первого реплея. Как видите, интерфейс у нас принял ванильный цвет, так же как и иконки юнитов, потому что реплей это доисторический. Этот реплей 2021 года, и просто в доказательство тех слов, что мета за Америку не меняется уже 3 года. Она остается одинаковой абсолютно, поэтому можно брать даже такие реплеи на рассмотрение, они будут вполне верные. Более того, в синем углу у нас чуть ли, на мой взгляд, топ-1 игрок за Америку, который я вообще встречал в игре. Это ЦКМ под ником Норман Шварцвап. Является просто легендой варгейма нашего сообщества. Это игрок из РФ, насколько я помню. И против него наш Саня. Саня, который на данный момент проживает в Италии. Но этнически вроде как украинец, хер его знает, кто он вообще, в принципе. Неважно. И смотрим. Вот оно, развертывание за Америку. 3 танка, спам, еще и морпех, чапараль, стингер на Брэдле. Ми-17, открытие от Антанты. Антанта против США у нас в данном матчапе. Кстати, дополнительный случай показать, почему не стоит играть за Антанту против Соединенных Штатов. Вот они М1, вот они рифлмены, вот они рейнджеры, как я и говорил. Все как было, так и останется еще на долгое время. Подобранцы напали с фланга, Птур очень больно и неприятно. HC воюет с ними, тем не менее, лобовой проекцией. И успевает контузить. Все американские танки обладают дополнительными пулеметами. Это Браунинг и еще 3-й дополнительный, что позволяет им очень сильно ДПСить на средних дистанциях.
Занят была точка Браво, бой происходит в точке Гольф, на Фокстроте минималка с обоих сторон, то есть просто оборонительная позиция. Смотрите, как интересно расположены рейд-рифлмены, именно чтобы атаковать во фланг и при попытке противника наступить на двойку. Тем не менее, не было второго командира со стороны СКМа, он потерял немножко времени, немножко конквест-поинтов. Продолжаются мелкие столкновения, были заняты дома, в ключевую позицию у нас расположилась слегка пехота, она стреляет из инвиза, чтобы ее выбить, надо потратить много сил. Здесь же у нас Птур, здесь же у нас Рекон-танк, который впоследствии будет немножко изменен, ему снизит скорострельность, так как эта игра на старых версиях происходит. Но в целом все юниты тут точно такие же, как и всегда. Кобра, как я и говорил, подвешена на контрдиверсионная деятельность, то есть просто прикрывает фланг. Здесь занимается полочка красным игроком, и может показаться то, что синий не в незавидном положении. К сожалению, это особенность карты. Бой происходит в этой одной неудобной точке, узком пространстве. И именно с синей стороны особо против этого сделать ничего нельзя, так как Браво по умолчанию является точкой красных из-за вот этой вот дороги. Тем не менее, морпехи попытались прорваться. И вот почему я и говорил, что мне не нравятся лично морпехи. Ну, потому что вот такая херня происходит. 25 плюс 15 спокойно разделили там 60 плюс 30 очков. Просто в сухую. То есть размен точно не в пользу. Достается паладин, как я и говорил, в лычке. Просто в данном случае работает как ДПС. Сейчас будет выбивать, скорее всего, ключевые позиции. Стак рифлменов поехал снова вступает в бой HC. Вот она просто Америка в самом, что ни на есть, простом ключе. Бомбер прямо на HC падает, термобар. Не самое эффективное решение, но ответ прилетает F-117, что-то сгорело. В ответ это Сава, то есть ПВОшки, видите, ключевые юниты начинают уничтожаться для завоевания воздушного превосходства. Тем не менее, дома удержались, и контакт на позиции, пусть и побита, а HC был выведен из игры при помощи термобара, М1 был один потерян. Продолжает налегать на именно US Маринов, СКМ. Еще один М1 подвергся нападению термобара. И можно сказать, что отбил нападение, пока что красный игрок с потерями. Сава потеряна и пока что не спешит восстанавливать, а уже восстанавливает. Все правильно, боится за воздух. Но тем не менее, спокойно ставим командира, 100 очков, это не критическое превосходство у красного игрока. Позиции есть, ключевые юниты остались живы. Птур был так уничтожен, сразу двойной вызов Птура в ответ. Не самое правильное решение, потому что Птуры он все равно будет уже выбивать. То есть добавлять Птуры просто потому, что их убили, не всегда является правильно. И видим, сейчас пассивно красный игрок играет, просто стоит на своих позициях, имеет в наличии 4 Ми-17, это хорошая группа. Вопрос только где ее применить, пролетарии, заметьте, обходят, и вот он просто F-117. В данный момент у противника ПВО вроде бы и есть, ну как сказать, у него один спотбов. И смотрите, куда прилетает, бам! Пачка пехоты была побита в очередной раз. Термобар, тем не менее, откидывается в ответ. Пока что имеет такую возможность игрок за Антанту. Обмен бомбовыми ударами со стороны обоих игроков очень интересно выглядит, конечно. Как правило, такое в принципе не происходит. Два пламена, на тот момент они стоили 90 поинтов. Очень удобно было вот так вот просто закидывать вражеские позиции перманентно. Л-18 теперь баражирует. Здесь пролетарии были убиты, как я говорил, Кобра стоит на антидиверсионной деятельности. Вот теперь боимся 117, вот он, 18 подвешен. Вторая Сава идет, то есть уже вкладывается 65 плюс 65, плюс 2 спотбова, 30 плюс 30. И истребитель. Вот это вот вложение противников ПВО. Тем не менее, все время у СКМа все тот же стартовый Чапараль и Стингер. И этого ему достаточно будет, чтобы сейчас отбить нападение Ми-17. Абсолютно не нанесли урона Ми-17, атаковали в разрыве от своих танков. Легкая пехота вылезла из домов, она является абсолютно неэффективной вне домов, это тоже не имеет смысла, размен на лайт рифлменов ее не спасет. Подобранцы идут в ответ, все точно так же на эту позицию, но здесь прилетает лонгбоу. БТР сразу сгорает, и вот теперь-то вообще страшно должно быть Антанте. F-117 прилетает, что он делает? Сава снова сгорает, смотрите как четко работает, просто как скальпелем, как хирург настоящий. И вот теперь можно разгуляться, Сава была уничтожена, просто мочи не хочу. Отходил лонгбоу, боялся, то что термобар зайдет именно на него, но смотрите, уже патриот на изготовке, вот он Чапараль, вот он Стингер, вот оно эшелонированное ПВО, вот эти рифлмены с Абрамсами сейчас будут воевать. И лонгбоу сейчас просто, смотрите, Сава из-под боу должны якобы уничтожить лонгбоу. Одной ракетой уничтожаются две ПВОшки, потому что они стояли в упор.
абсолютная непруха, невезение для игрока Антанты. Лонгбол за 150 очков полностью окупается на данный момент. У противника нет ПВО. Он посылает еще гопника. Гопник будет слит, ракета от Патриота его контузит. Тем не менее уходит на базу, но все равно 90 очков себя не оправдали. Покупается еще одна Сава, стак с подболов. Это отчаяние. Вот что делает Америка с Антантой. Вот так нужно играть против Антанты. Вот почему мы вам никогда не рекомендуем брать Антанту. Потому что американец делает брррр. Thunderbolt баражирует просто в поиске цели. Заметьте, юнитов практически нет. Он спокойно ждет. У него есть время, несмотря на то, что у противника капает +1. Копится Doom стак. Вот он, стак М1. Сейчас пойдет стак рифлы, скорее всего. Очередная ПВОшка была уничтожена. Это пиздец. Это пиздец. А как он ее видел? Неужели вот этот Юсмарин подсветил или рейнджеры? Это ужасно. Это ужасно. Все ПВО потеряно у Антанты. Просто голое перед американцами. Стак с подболов, с Ми-17 в разведчике. Все, игрок за Антанту решил, что есть куда более эффективные способы выиграть. Тем не менее, здесь у нас, по-моему, был слит истребитель. Да. Зря полетел. Зря. Патриот здесь не подстраховал. F-117 снова, смотрите, на халяву откидывается. Бам! Проверял стандартную точку командира. Командир стоит чуть выше. Он пока что в безопасности. Thunderbolt. Опять же, просто баражирует над своим воздушным пространством, потому что это небо теперь американское, он имеет спокойное право так делать. Здесь стоит Птур, но стак М1 это, ну, как бы, до побачення, можно сказать. Лонгбол, кстати, с этой позиции еще подсвечивать может. Полка полностью зачищена, сейчас будет постановка командира, скорее всего. Вот он, стак рифлменов, все, спокойно, абсолютно прекрасного американца. Чувствует он себя как царь и бог в данной карте. Опять же, вот они, рифлмены, просто для подсветки. Всю работу сделает авиация. Если правильно играть, большую часть работы сделает авиация. F-117, дома зачищены. Настолько методично работает ЦКМ. Просто максимально четко. Пролетарии, даже РПГшники не могут с М1 иногда справиться за счет огромного ДПСа. Так, рифлменов нападает, нужно дочистить позицию. Тем не менее, посмотрите, что делает красный игрок. Синего ждет сюрприз. Посмотрим, как он с ним справится. Пока что он занят фронтовой вознёй. Еще, наверное, не понимает то, что противник-то уже не вызывается на фронт. Это, кстати, проблема всех наций, у которых дорогие юниты. Вы не быстро соображаете то, что противник против вас может быть уже не воевать. Потому что ваши атаки копятся достаточно долго. Но он идет в атаку, идет, все наглее и наглее. Пламенный даже останавливает. Но это не помеха настолько. Снова 2М1, снова рифлмен, снова US Marine. То есть, видите, абсолютно четкая связка, постоянно должна отрабатывать. Найтхок хотел, наверное, на пламенный залететь, но это было совсем уже нагло. Thunderbolt также потерян, вот это уже была наглость. Наглость, за которую ВСКМ поплатился, тем не менее, гопник был уничтожен. Хоть какой-то размен здесь произошел. 3 дапа. Я не знаю, готовился, видимо... Вот это уже, наверное, профессиональная чуйка. Да, вот это, скорее всего, профессиональная чуйка. Вы пролетаете, видите, что там, скорее всего, нет противника. И просто вызываете антивертараж на свою базу. А возможно, он увидел, когда пролетал. Я вот это, честно, не знаю. Не проверил. Но, тем не менее, посмотрите, сколько здесь вертолетов. Так-то вот это реально полноценный вертараж по количеству вертолетов. Единственное, что Ми-17 должны были идти первее, потому что, видите, дапы сейчас косят основную ударную силу. Вот эти вот Ми-25. Пивации были не под уроном. Даже один даб был. Всего один даб был потерян при отбитии этого вертараша. И это просто железобетонная победа СКМа. Легендарного игрока за Америку. Не впервые я показываю вам эти реплеи с этим игроком. Статистику глянуть, естественно, не смогу. Но вот и такие игроки были. И в очередной раз показывают, что вот она, Америка. Четкая. Просто можете смотреть этот реплей и просто копировать. И ничего не поменялось за 3 года. Точно так же играете абсолютно. Просто рифлмен, просто М1, просто патриот, просто разведка, просто завоевание воздушного пространства. А мы переходим дальше. И продолжаем. Ролик был бы неполноценный, если бы не было реплея со мной. Опять же, старый интерфейс, потому что это происходит на старой версии. Я пытался сыграть Америкой, найти достойный реплей уже в новой игре. Ну как в новой, но Америка настолько имбовая, то что катки, которые там происходили, показывать просто неинтересно. А здесь у нас снова Антанта, но в этот раз в руках лучшего игрока Греции, Wargame.
одного из тех игроков, который заслужил уважение нашего сообщества полноценно. Один из профессионалов, адский игрок, адский мощный чаще всего. Как видите, лычки у нас абсолютно одинаковые. Гопник со старта разведывает воздушное пространство. В ответ истребитель. Гопник был сбит. Теперь мы уже знаем, кто кем играет. Антанта против Америки. Наглеем дапом, денаем, как я и говорил, вот эта вот воздушная попытка воздушного дропа. Это крайне удобно. И здесь видите, какая огромная колоссная колонна из элитников въезжает либо на альфу, либо на дельту. Любой ценой нужно ее останавливать. И вот даже Кобра и даже Даб будут с этим справляться. Попытка сменить высоту. Вот они автопушки, вот они нуры. Да, больно, да, вот АСАКМ прилетела и помогла. Но, тем не менее, мы остановили эту колоссную колонну. Наши войска успеют заехать на позицию и ее занять. Более сюда штурмить противник не сможет. Быстрая постановка командиров от Коноса, как я уже и говорил на этой карте, быстрая постановка командиров имеет ключевое значение. Чисто за счет быстрой постановки командиров вы можете очень сильно начать выигрывать. Вот они, 2 М1, вот они, Light Riflemen и Navy Seals. Да, уникально у меня здесь получилось. Держал я их тогда в деке именно на счет вот таких карт. Вот чисто, чтобы удивлять соперника. При классной поддержке Navy Seals тут реально могут сидеть достаточно бесконечно. Тем не менее, противник смещает фокус на точку Фокстрот. Вполне нормальное решение, так как Америка является не мобильной фракцией. Она также, точно так же, как и Советский Союз, очень долго накапливается. И, блин, вот смотрите, уже +2 капает. Был у меня командир на Альфе, сейчас станет на Фокстрот. У нас равняется, но у Коноса будет уже преимущество по конквест-поинтам. То есть я буду в позиции атакующего. F-117 откидывается на вражеский штурм, хоронит противника вместе с нашими бойцами. Но это является довольно принятной ценой для нас в данном случае. Здесь оборона непробиваемая, то есть я даже не смогу сыграть в контр-игру. Здесь у меня точно так же дефенс. Вот она, Кобра, опять же, точно так же, как у СКМ, вы только что видели в реплее. Вот она, Кобра, висит на фланге и защищает. И моментально идет в собственный прорыв, на случай того, что это был единственный юнит, который сюда послал противник. Попытка. Ай, 1 хп осталось. Здесь еще прачка на обороне, еще и ЗРКшник. Скорее всего, здесь уже ничего не делаешь. Гопник еще страхует, да, был выкуплен новый гопник. Здесь пуш, тем не менее, продолжается. БВПшки. В ответ я выслал Navy Seals. Кобра, опять же, вот она, дефает фланг. Но специальные единотки элита. Могли забрать, могли забрать. Нет, повезло. Гопник пытался залететь на Кобру. F-16 на страже воздуха. Юнитов практически не остается. Судорожный вызов. Вот это называется судорожный вызов. Еще и УАЗик дополнительный. То есть уже хочет блокировать Фокстрот. Играть на конквест-поинты. В ответку М1 Абрамсы. Отлично. БВПшка убита. Navy Seals успели перебежать в дома. Сейчас они будут обороняться. Рейвен в ответ ожидал наличия радарной Невы. Очень часто берут именно радарную Неву в 1 на 1. Но тем не менее она не радарная. Но из-за этого она не попадает по Рейвену, у которого 60 рэпа. Navy Seals абсолютно классно перестреливаются с неровней. То есть вот эти вот чуваки неровнее Navy Seals. М1, тем не менее, был потерян. Друг стоял в очень интересной позиции. Кобра Даб нападает. Был обнаружен УАЗик. И достается моментально Паладин, насколько я помню. Здесь еще, видите, я использовал смавы на хаммерах. В данном случае они помогали. По факту у меня дека очень сильно была собрана под эту карту. То есть всякие смавы, всякие Navy Seals, ключевые позиции очень классно здесь будут отрабатывать. Паладин у меня, вот он опять. Все тот же Паладин в лычке. Причем, заметьте, разница между том реплеем и этим 1 год. 1 год ровно, и ничего нового вы за Америку абсолютно не придумываете. Все тот же рифлоспам, все тот же М1, все те же смавы. УАЗик был уничтожен. Очередной вам совет не использовать УАЗики. Специальные еноты, кстати, даже не 90-е, а ванильные. Сумели забрать М1 Абрамс в борт. Кобра идет мстить. Крайне тяжело идет наступление. Здесь есть вражеские танки, куча вражеского ДПСа. На данный момент точка опять пустая. Противнику сейчас нужно просто нажать вперед. Атаку вперед нажать. Он это делает. Нет, тормозит. Тормозит Конос. Просто тормозит. Просто боится. Рейнджеры заходят в эти дома. F-117 на страже. Сейчас будет выискивать цели. И вот оно. Снова. Да. Попадание по танку. Ваншот. 110 очков в утиль. Просто F-117 уходит на базу и будет еще перезаряжаться. Танковый командир вызывается вместо нового танка. Видите, армия поток. Вроде бы сильный, но у меня ближе респаун, я всегда буду заказываться быстрее. Здесь практически ничего не происходит. Заказывает единственное командира на дельту. Противник хочет тянуть больше. Здесь попытки какие-то прохода. Вроде бы занял фланг. Там Рифлмен. Заказывает Цептур.
Но в целом это все лишний вызов. Вся судьба матча решается здесь, так как после отбития Фоксрота я смогу и на Индию наступить. Это будет довольно логично. Тем не менее, не могу я отказаться от войны на этой точке, так как у противника будет капать +2 в случае ее блокировки, плюс нам еще и заблокировали дельту. В тяжелом положении я сейчас нахожусь. Юнитов, как видите, на самом деле немного. Если здесь нажать атаку, возможно, альфа была бы забита. Но здесь бы пошел довызов, а сюда нужно тоже вызываться противнику. То есть он попал в суксванг по факту. Что ему делать, окончательно непонятно. Паладин отрабатывает. Смотрите, как четко. Я раньше артил все дефолтные споты CV-шек. Да, вот Конос двигает, потому что это видит. То есть вот здесь, вот здесь, вот здесь можно просто прошифтить. Здесь Кобра, отзеркашник на страже. Вообще похеру, блядь. Очередная причина, не используйте уазики. Кобра забрала командира с легкостью. И я вывел игру на +1 для противника. Плюс сейчас будет вопрос просто уничтожения этого сектора. Рейвен кушает ракеты не в мид. И следом F-117. Как я и говорил, просто Рейвен летает. Ракеты мажут по нему. Здесь одна ракета попадет, но это не имеет значения. F-117 выжил. Просто F-117 влетел в эту кашу. И вот он наступление даже без поддержки Абрамсов. Просто БТРы, просто рифлмены, вертолет на подлете. Кобра Даб. Потерян было, все ракеты были потеряны, ПВО отсутствует. Вот он, один танковый командир, который отступает. Все. И Тандерболт, как завершающий гвоздь в крышку гроба Антанты. В очередной раз югославы не справились с американским вторжением. Так это происходит практически всегда в варгейме. Абсолютно достоверно сделанные фракции. Это просто, это классно. Действительно, матчап Америки и Антанты всегда крайне приятный именно для американского игрока. Это было просто феноменально. И даже если бы я вам показал сейчас новый реплей, как играет с Америка, там было бы все точно так же. Вы посмотрите, как играет Крот за Америку, там все то же самое. Ничего не поменялось в этой фракции. Она вечная. Вечно сбалансированная, одна из лучших фракций. Ее на протяжении стольких лет никак не трогали. И она все равно остается одной из лучших. А иногда даже топ-1 фракций на турнирах и 1 на 1 играх. Всем спасибо за просмотр. Как-то так.